Приветствую всех вас, наши дорогие зрители. Наконец-то запускаем YouTube-канал. По многочисленным просьбам, миллионные подписчики попросили да, рассказать о себе, о Северном Кипре, как попал сюда, чем начал заниматься, чем сейчас занимаюсь. Как видите, ничем, в шахматы хочу играть с Ниной. Да, всем привет! Ну что, Тарал, я делаю свой первый ход и задаю тебе первый вопрос. Как вообще так произошло, что ты человек, который родился в Азербайджане, уже много лет живешь и работаешь на Северном Кипре? Дорогая Нина, я тоже делаю свой первый ход, так красиво. И расскажу, как я попал на Северный Кипр. Родился я в Азербайджане, в городе Ленкорань, красивый город, 4-й город в Азербайджане, на побережье Каспийского моря, там горы красивые. Но жил в Баку с 5 лет, ходил в школу, учился, армию там прошел, потом уехал в Россию. Год прожил в России, работал, не понравилось, приехал на Северный Кипр. Почему, я не знаю, почему Северный Кипр. Меня как бы отец отправил, вот. А слово отца у нас, знаешь, на Кавказе закон. Отец сказал, нужно делать. Конечно, первый раз, когда я попал сюда, было неприятно, так сказать. Знаешь, такая маленькая страна, конечно, море кругом, тепло, но ничего не строенного, как будто, знаешь, модерн деревни, так скажем. Снимаешь, да? Модерн деревня. Ну, начал здесь учиться на английском языке, университет. Приехал учиться. Я закончил школу на русском языке и приехал учиться в университете на английском языке. И вот Сколько лет назад это было? 2011 год, мне было 21, исполнилось, я прилетел сюда. И с тех пор я здесь уже 14 лет. Ну, конечно, на месте не сидел, учился, работал везде. И сейчас 2024 год, получается, 13 лет я на острове. Уже идет к 14 году идем. Да? Вот. Ай. Ваш ход. Ага, он вывел офицера. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, какие были трудности у тебя первое время? Как вообще складывалась жизнь на Северном Кипре, в модерн деревне? Насколько это было тяжело после цивилизованных городов Баку и российских городов? Как вообще начиналась твоя жизнь? Ну, честно говоря, сперва все было непонятно. Что, блин, куда попал, что попал, туда-сюда. Но учиться надо было. Надо было учиться. Бизнес администрейшн. И начал учиться, ходить на учебу. Потом искал спортзал. По своему виду спорту я занимался единоборством долго-долго. Нашел. И мне стало интереснее здесь. И когда уже познакомился с друзьями, когда уже начал искать работу, да, ходишь на учебу, потом с учебы в спортзал, потом по выходным уже работал там в ресторанах, там в казино, отелях, там, да, подрабатывал. Ну, и так начал у меня интерес появляться, знаешь, что могу и учиться, и спортом заниматься, и подрабатывать. Вот. Было прикольно. Вот. Но я сочувствую твоему... Блин. Хорошо, ладно, я тебе другой мат сделаю. Итак, 13 лет назад ты нашел, чем заниматься на Северном Кипре. Сейчас в интернете очень много ходит информации о том, что люди приезжают, и им нечего делать. Вот чем бы ты вообще сказал, какой досуг можно организовать и чем ты занимался в свободное от учебы время и спортивных секций, и знакомств с новыми людьми? Каждый, кто переезжает сюда сейчас, в данный момент, в нынешнее время, все занимаются недвижимостью, конечно. Что делать? И поэтому у нас на острове много экспертов, профессионалов, лучшие команды, лучшие офисы, лучшие брокеры, лучшие агентства, лучшая команда. Вот. Одни лучшие здесь. У нас в острове нет простых людей. Все лучшие. Все. Месяц назад переехал. Оп-оп. И об этом попозже расскажем. Да, я расскажу попозже. Вот. Сейчас сделаю свой ход и расскажу, что и как. Да? Вот. Ну, если человек хочет работать, работу можно найти. Конечно, тут не такой большой
не такая большая страна, чтобы тогда много было возможностей, но в отелях, в ресторанах, там, не знаю, у застройщиков, да, строительной компании, опять-таки агентства и других ну, учреждениях можно найти работу. Невысокая зарплата, но как и все начинаются, да. Как все начинают, я тоже как бы работал за копейки, да, сейчас, ну, пока основал свое дело, свою работу, так скажем. Вот. Но с чего-то можно начинать. Опять-таки, здесь туризм в основном. Ну, рестораны, отели, казино, лаунж, кафешки, кофейни. В университете есть работа, да. У застройщиков есть работа. Ну, можно найти работу. Не обязательно всем стать экспертом по недвижимости. Ходить, радоваться. Не было ли у тебя соблазнов постоянно просиживать в казино? О, нет, казино, слава богу, я никогда, Не азартный? нет, я подальше, харам, я подальше от этого, да, потому что это, ну, меня не кормили грязными деньгами, я тоже не хочу кормить свою семью грязными деньгами, да, и поэтому это категорически не в моем стиле вообще. К сожалению, твой конь... Я думала, ты думаешь по-другому. Ну и сейчас придет время и мне. А я же могу наискосок рубить? Конечно, так Все, надо а то я делать. забыла. Так, хорошо. Не было ли у тебя, находясь здесь, каких-то ностальгических воспоминаний, скучаний по дому? И если были, то как ты с этим справлялся? Сказала я и забрала первую твою пешку. Честно говоря, сперва была такая тоска была, я скучал, но потом понимаешь, что со временем, когда уже растешь чуть-чуть, да, что дом это там, где хорошо. Да, родина. А для меня дом, уже Кипр превратился, стал для меня домом. И поэтому мне было здесь хорошо. Когда здесь живешь уютно, безопасно, да, чистый климат, воздух приятный, постоянно тепло, люди никто тебя здесь не обижает, никто тебя не трогает, да, работаешь, домой идешь, пожалуйста, по законам живи, и все четко, все хорошо. И мало людей, воров почти нету, пробок не бывает, дороги такие стандартные, как и везде, но зато и поэтому я перестал скучать по родине, а дом уже здесь, да. Северный Кипр и Азербайджан, можно сказать, что схожи по вероисповеданию страны, да? Одно Да. И язык тоже похожий. Тюркский язык, тюркский. Вот. И Древний. какие сложности были в интеграции из Азербайджана сюда? Сложности? Ну, так скажем, что самое главное это то, что была разница. Как разница? То, что была непонятна. Законы Северного Кипра. Вот. Тут же английские и турецкие законы, да. И просто когда, и все идет медленно. Госучреждения в других местах, знаешь, это закон другому не соответствует, либо это так, завтра по-другому, а это уже изменилось, а это уже не продлили, этого не сделали. Вот это непонятные эти законы больше всего меня удивляли здесь, так скажем. Да, было сложно привыкать. Но пока я привык, пока я не забыл, ой. Вот, пока я привыкал к этому закону, да, было сложно. Но потом уже я привык и так и живем в медленном режиме, slow motion. А так в основном язык общий, похожий, азербайджанский, турецкий, да, скажем. На Кипре тоже турецкий, просто акцент чуть другой. Вера, ислам то же самое, хотя здесь более да, Светский. да. Но еда чуть-чуть похожа, да, тюркская кухня, так скажем. А так все, привык, вынужденно, что поделаешь. Да. Вынужденно по любви, получается. Ты же говоришь, Да, что здесь да. ты... Я реально люблю этот остров, всегда говорю, никогда плохое не скажу. Конечно, минус здесь есть, минус то, что здесь всегда жарко. А так-то все нормально, все хорошо. Привет тем, кто смотрит из Дубая. Это вам не Дубай. Всегда жарко очень. Да.
Я вспоминаю, кто из них ферзь, а кто из них королева. Ферзь же может ходить как угодно, Как угодно, да. а король... Ну, Я обычно играла, где король, который король, может ну по тут одному. королева как бы, да, Здесь они, королева да, по это одному ходит. лентяйка по одному ходит. Так, это по одному, а этот хоть куда может ходить. Это хоть летит, Хоть летит. да. Мгм. Но через этих не переступишь. Нет, не переступишь. Все, хорошо. Что такого могло произойти? Какие ситуации у тебя пробудили вот то, что тебе все нравится, но только законы не совсем устраивают? Ну, не то, что не устраивает, но, знаешь, так мучительно. Расскажу один момент, нюанс, да, что со мной произошло. Я не помню, какие документы я делал в Никосии, тогда в столице, там, госучреждения. Поехал туда, там, в 9 часов, думаю, сейчас откроется. А к 9 часам они только приходят на работу, сидят за этим зданием, курят сигарету, пьют кофе турецкое. У них постоянно турецкое кофе. Еще такой, без сахара, жесткий такой. Вот. И ждешь до 9:30. Они заходят, ты заходишь, там в очередь стоишь, там 5-6 человек. Вот. И когда возмущаешься, ну давайте, что там? Она говорит, я компьютер только включаю. Она только компьютер включает, там еще полчаса проходит, это уже 10 часов. И после 10 еще полчаса проходит, еще пока твоя очередь идешь, приходишь, даешь документы, говоришь, вот она говорит. Она смотрит, говорит, о, это надо подняться на второй этаж, там какой-то алибей есть, иди к нему. Я говорю, хорошо. Пошел на второй этаж, ищешь этого алибея, нашел. Алибей это просто пример, да? Нашел, идешь к нему, говоришь, вот так надо печать. Он смотрит, о, это нужно соседний корпус надо идти. Блин, выходишь оттуда, второй этаж, спускаешься вниз, идешь в соседний корпус, поднимаешься там какого-то, ну, он говорит, там, какого-то Музафера найдешь, его находишь. Он смотрит, говорит, а первая женщина, которая там внизу сидела, она должна была подпись поставить. Ну, какая-то Фатма. И говоришь, боже мой, подходишь, подпись поставь, пожалуйста. Она говорит, стой в очереди, люди. Я говорю, блин, я же здесь был. Нет, люди, а там же люди, эй, свою очередь здесь жди. Опять идешь в очередь, ждешь, и 12 часов обед, до часа не работают, после часа опять кофе, сигарета, медленно идешь, и за целый день одну подпись еле-еле ставят. Понимаешь? Вот это вот, ну, бесит. Ну, тоже бесит, блин, ну это же короткий день, да, здесь мало работают, до 3 часов работают, да, вот, и ничего не успеваешь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Хоть я здесь живу всего полгода, у меня тоже уже были ситуации, когда мне нужно было проверить какую-то бумажку. Мы приехали в ту же Никосию, и мне смотрят, говорят, в чем там причина, и там нужно было заплатить 1000 лир. И мне сказали, приезжайте через неделю, потому что, ну, мы бы могли сейчас заплатить, да, и продолжить процесс, который там нужно. И мне говорят, приезжайте через неделю, потому что у нас сейчас программа не работает, а потом мы не будем этим заниматься. Поэтому ваш чек мы примем только через неделю. Ну и так как я второй раз ходить не могу, но вопрос я тебе все же задам. Что бы ты порекомендовал людям, которые рассматривают приезд за границу, кому, на твой взгляд, в Северный Кипр подошел бы? Вопрос, конечно, хороший, интересный. Можно там много чего посчитать, кому подошел бы, да. Ну, конечно же, как всегда, я думаю, что 70-80% процентов людей хотят безопасное место, чистый климат, незагрязняемое небо, так скажем, ну вот, море мягкое, Средиземное море, да, чтобы всегда было тепло, для детей обучение, образование, здесь школы и университеты на английских языках. Опять-таки, комфортная жизнь, проще, медленно все, да. Вот кому нужна, кто устал от городской суеты, тогда вот постоянные пробки, там, не знаю, погода ужасная, сырость, все такое, да, вот. Где вот погода приятная, ну, дети, чтобы не болели, потому что каждый человек думает о своей семье. Так же я, так же и ты, так же и тот человек, который нас снимает. Сергей, привет. Вот. И все думают о своей семье. Может, здесь работы мало, но, опять-таки, жить, если хочешь в покое, да, спокойно, не думая ни о чем, безопасно. Я дома, как бы, ну, здесь в основном все, да, дома, когда спят, там окна не закрывают. Вот, и машину тоже не закрывают. Вот. И те люди, которые такую жизнь хотят, такую, да, вот, я думаю, что для них это Северный Кипр идеальный вариант. Хотя страна, государство, скажем, не признана, не страна, потому что весь остров входит в Евросоюз. То есть земля, где мы стоим, на чем стоим,
это тоже земля Евросоюза. Государства просто не признанные. А нам особо не нужно, чтобы оно было признано, потому что так спокойнее жить, не участвовать в никаких конфликтах, просто жить себе самому по себе, знаешь, австралианин, да? Так. Мой ход, да, был? Твой ход. Ты снимаешь? Смотри. Опа, еще одного здесь уберем. Ай. Вкусно, кажется. Вкусно? А Мгм. мне невкусно лишиться второй ладьи. Ну. Так, хорошо, на этой ноте, где теперь вместо двух моих колонн стоят два цературала, мы заканчиваем нашу первую часть. Смотрите следующее продолжение через неделю.